Вот такой вот у меня камин с чугунной топкой. Топка Meta Optima SHA с шибером. То есть без шибера не советую. Полезная штука шибер, при топке проверена. Топка стоит на самодельной сварной раме из подручных железок. Ее здесь, конечно же, не видно. Отделка пеноблок толщиной 100 мм, 56 пеноблоков. Вот здесь видно, что она из пеноблока. Внутри отделки наклеена алюминиевая фольга на термостойкий клей. Снаружи уложена плитка, имитация кирпича. Полки керамогранит. Даже вот их еще не протирал, чтобы не заделывал, заусенцы не убирал. Керамогранитные топки такие вот нарезанные. Добавлен шибер для забора воздуха с улицы. Но опять же здесь его показать не получится. Почему и зачем вот так вот сделал? Почему не фабричная отделка? Ну, фабричная мне по дизайну не нравится. Это во-первых. А во-вторых, вот эта вот часть. Конвекционный короб над камином. В моем случае он полностью выполнен из пеноблока. Вот, совмещает все функции противопожарной стены. То есть вдоль стены тоже пеноблок выложен. Вот, в отличие от тех, что предлагается там сделать из каких-то легких материалов и утеплить снутри, теплоизолировать специальной стекловатой, с фольгой, вот этим всем. И все равно будут частички лететь, и все равно мне не нравится внешний вид этого всего. Даже вот потолочный проходной узел у меня выполнен в виде шахты из пеноблока. То есть труба идет внутри. Вот, там зазор идет между стенкой трубы и стенкой вот этого вот пеноблока, проходит через горючее перекрытие. Ну, вполне так пожаробезопасно на практике проверил, топил. Не нагревается ничего там сквозь пеноблок. Вот, опять же, экономия на всяких фламах, минеритах. В пеноблоке дешевый вариант. Поэтому конвекционный короб вот так вот сделан. Для ремонта и замены дымохода здесь предусмотрено легкое вытаскивание пеноблоков ниже вот этих вот конвекционных окон. То есть, ну, все, что потребуется, потом это перезатереть швы. Там блоки не вклеены, они просто выдергиваются. И, пожалуйста, вот он. Вот оно полностью доступно для замены дымоход. Такая вот вещь. Это вот закрыто внизу было временно. Это будет вытащен кусочек пеноблока. А временно было закрыто в целях испытаний, потому что есть такие утверждения, что пеноблоки перегреются, разрушатся, и вот это все. В общем, я специально заткнул снизу, заткнул сверху, вот эти окна закрывал и топил его со всей дури, так сказать. 4 часа топил, ничего толком не нагрелось. Видимо, расстояние внутри от топки до пеноблоков решает, оно там такое нормальное. Вот такая вот конструкция. Как отопительный прибор оно так себе греет. Заявлено 10 киловатт, но реально может и 10. Вот. Но как основное отопление не годится. Вот тут видно вот эти псевдокирпичики, затертые швы. Видно вот этот вот замечательный керамогранит. Тоже швы еще даже не затирались. И вот заусенец это все тоже будет заравниваться, затираться. Эти вот конструкции, это ступеньки, элементы для ступенек, они тоже продаются. Вот так вот сделано. Бывает из дерева делают полку, но это не мой выбор. Опять же, что еще? Под отделку смонтировано, здесь вот видно, выходит вот такая вот серпянка стеклотканевая, чтобы меньше было возможных трещин и всякого подобного. Возможно, это лишняя предосторожность, тем не менее, вот так вот оно все сделано. Ну, на окнах будут, понятно, сетки стоять, решетки каминные. Оттуда выходит как раз горячий воздух. Вот такой вот камин.